Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень простой, интересный узорчик крючком. Для вязания я буду использовать однотонную пряжу. Здесь у меня она была секционная, я вам покажу на однотонной, чтобы было лучше видно. И смотрите, если вы будете вязать большое полотно, тогда используйте либо длинный, то низкий крючок, вот такой вот, либо же крючок с ушком, куда вдевается ниточка, на которую потом спускаются наши петли. Также такие крючки есть, которые уже продаются с леской. То есть сюда не нужно ничего крепить, просто на леску опускаются петельки. Всего у нас будет 2 ряда, которые будут чередоваться на протяжении всего нашего вязания. Набираем цепочку из воздушных петель нужной нам длины. Теперь во вторую петлю от крючка, первую, вторую, заводим наш крючок и вытаскиваем ниточку. Оставляем петлю на крючке. Следующую петельку повторяем. И вот таким образом вытаскиваем петли до конца нашей цепочки. Теперь будем вязать в обратную сторону. Провязываем сначала одну петлю, а дальше по 2, то есть вот эту и вот эту. И опять 2 петли. И теперь закрываем наш ряд по 2 петельки до конца. Вот что получилось. Теперь начинаем первый ряд нашего узора. Первую вот эту вот вертикальную полосочку мы не трогаем, под вторую и третью заводим крючок, захватываем ниточку, оставляем на крючке и вот таким образом, то есть не вот так, как мы обычно делаем накид, а вот таким образом делаем накид на крючок. Придерживаем его пальчиками и под следующие 2 петли заводим крючок, вытаскиваем еще одну петельку. Все, это уже петля у нас, которую мы придерживали, никуда не денется. Мы делаем новую. Опять под 2 петельки провязали, отпустили, новый накид, под 2 петельки провязали, отпустили, новый накид. Так вяжем до конца ряда. Смотрите, в конце ряда у нас осталась одна вот такая вертикальная петля. Мы делаем перед ней накид, заводим в нее крючок, провязываем. И теперь вот здесь вот в конце, в самом вот здесь вот, вот сюда, вот в эту петельку крайнюю, заводим крючок и вытаскиваем ниточку. Теперь будем закрывать в обратном порядке. Сначала одну петлю провязываем, а теперь по 2. Так вот доходим до конца ряда, по 2 петельки закрывая узор. Начинаем вязать второй ряд. Вот эту вот крайнюю вертикальную петлю мы не трогаем, а находим вторую, получается. Это вот как бы первая, да, она самая крайняя. Под вторую заводим крючок, захватываем петлю, оставляем на крючке. Теперь захватываем раз, два, под 2 петельки, вытягиваем ниточку. А теперь опять делаем накид, как и в прошлом ряду, придерживаем пальчиками и под следующие 2 петли провязываем. Отпускаем накид, под следующие 2 петли провязали, отпустили, накид, под 2 петельки провязали, отпустили, сделали накид. И таким образом вяжем с вами до конца ряда. В конце ряда вот последние 2 петли провязываем
делаем накид. И теперь вот сюда, вот в крайнюю петельку, вот сюда, мы также вытягиваем одну ниточку. И закрываем в обратном порядке. Сначала одну петлю, а потом по 2. И теперь у нас начинается повтор самого первого ряда, то есть который мы вязали перед вот этим. То есть мы с вами сейчас провязываем, находим первую вот эту крайнюю полосочку, мы не трогаем, под 2 заводим крючок, вытаскиваем, дальше накид, под 2 провязали, накид, под 2, накид, под 2, накид, под 2, накид, 2, накид, 2. Теперь в конце ряда у нас осталась одна полосочка, мы делаем накид под одну полосочку, провязываем. Теперь вот сюда под крайнюю вот эту вот часть также вытягиваем одну петлю. И в обратном порядке сначала одну петельку закрываем, а дальше по 2. То есть мы полностью с вами сейчас повторили первый ряд узора. Ну и давайте повторим еще раз второй ряд узора. То есть вот эту вот самую первую мы не трогаем, вертикальную полосочку, под вторую заводим крючок, вытаскиваем ниточку. Дальше под 2 вытаскиваем ниточку, накид и поехали. Под 2 накид, 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 и под последнюю петельку, в крайнюю петельку, провязываем одну и закрываем в обратном порядке сначала одну петлю и по 2. Вот таким образом, чередуя эти два ряда, мы получим очень красивый и интересный узорчик. Вот так вот будет выглядеть узор, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.